Ну что, Xbox 3 XL. Да нет, шучу. Это вообще такая штука большая. Это Xiaomi роутер 6500 Pro. Вот такой вот красивый, 2,5 гигабитный, с огромным покрытием, очень мощный и действительно интересный. Почему? Потому что это Mesh роутер, основанный на крутом мощном процессоре Qualcomm 1,3 ГГц 4-ядерным. Мало того, у него очень классный, у него есть амплифер 6-канальный для усиления покрытия. И вот насчет покрытия сразу говорю. Он на Wi-Fi выдает, да, это Wi-Fi 7 роутер, но только без 6 ГГц 320 МГц. Но на Wi-Fi он выдает 1,8, 1,9 гигабит, по крайней мере, мы получали. Я думаю, что есть некоторые адаптеры, которые могут из него выжать 2, 2,1. С поддержкой мультилинка и вот действительно с классным покрытием. Я не говорю про то, что здесь есть еще и агрегация WAN и LAN. Это все есть, и об этом во всем я вам сейчас озвучу в нашем обзоре. Но то, что этот роутер заслуживает внимания, учитывая его даже цену повышенную, я вам могу сказать точно. Был у нас на обзоре 6500 простой, он тоже очень крутой, и там разница всего лишь в памяти и процессоре. 6500 чуть-чуть меньше памяти и процессор на 1,1 на 0,2 ГГц медленнее, скажем так. В общем-то, вот такой вот Xiaomi роутер 6500 Pro, вот так вот его ставите, это на канале Технозан. Поехали. Вообще хотел вам еще снять распаковку, но вы будете разочарованы. Знаете почему? Лиса, покажи. Из распаковки мы можем показать всего лишь 4 LAN-порта, 2,5 гигабитных. И тут я даже не могу сказать, какой WAN-порт, потому что WAN-порты здесь все, и LAN-порты здесь все одновременно. Можно показать. Надпись можем показать? Давай надпись покажем. Давай. И все, ребят, а больше ничего нет. Вот это все распаковка. Вот это вся распаковка. Да, дизайн и 4 LAN-порта. И больше показывать нечего. Вот и все, поэтому распаковки не будет. Ну и смотрите, 137 баксов. Да, не дешево, но это прошка-версия. В отличие от простой версии BE 6500, такой многоантенной, такой, мы уже выпускали, то этот роутер основан чуть-чуть на другом процессоре. Здесь стоит IPQ 5322, это 4 ядра Cortex 53 по 1,3 ГГц от Qualcomm, а в том BE 6500 простом стоит IPQ 5312, по-моему. Да, там по 1,1 ГГц, он чуть слабее. Но суть это не меняет, там памяти просто меньше. Здесь 1 гигабайт памяти, рассчитанный на 712 устройств. Но давайте посмотрим, что они пишут. Индекс скорости 6500, BE, по сути, это 6,5 гигабит тотальной теоретической скорости всех устройств. Покрытие 150 метров, как они пишут, но мы покрыли спокойно студию на 160 квадратов. Мало того, второй этаж еще по улице ходили. Ой, тест там будет прикольный. Давайте дальше в обзоре увидите. Теперь 2,5 гигабита все порты и больше 500 терминалов, как они пишут. Дальше тут они пишут нам про 6 сигнальных амплиферов. Высококачественных, и тут я тоже могу поверить. А вот NFC я вообще не понимаю, для чего NFC нужен в таких роутерах. Я, хоть убейте, ни разу не пользовался на своем BE 7000, ни разу не пользовался ни на каком другом. Это из опыта моего использования. У меня BE 3600 и BE 7000 сейчас стоит. Ни разу. Mesh работает, Mesh классно, все хорошо. Ну что покрывать с помощью Mesh, если оно один покрывает дом 200 квадратов? Тут, честно говоря, 2 Mesh покрыл, я не знаю, маленькую страну какую-нибудь или Албанию. Давайте 2 роутера поставили и покрыли Албанию полностью. Ну, тут такое дело. Давайте дальше посмотрим. 3,6 гигабита. А знаете, о чем они говорят? Про Wi-Fi. Максимальная теоретическая скорость. Это они берут MLU. То есть Multi-Link Connection и объединяют, кроме вот именно этих самых LAN-портов, они пытаются получить какую-то 3,6 гигабита теоретическую скорость, но мультилинк не так работает. И это не совсем про скорость. В данном случае, когда они пытаются объединить 2,4 и 5 ГГц без частоты 320 МГц, без ширины канала 320 МГц, без 6 ГГц частоты, то это, честно говоря, совсем уж плохой вариант. Это больше про количество устройств. Хорошо, дальше мы с вами имеем, тут, как они тут показывают, ну, про процессор я уже вам сказал, про память, 1 гигабайт памяти, все хорошо. А вот тут вот очень интересно. Они пишут про полные 2,5 гигабита
mesh-порт и про Double WAN. Объясню. Данный роутер может агрегировать либо два вана, ну, знаете, никак не либо, а два лана и два вана. То есть два WAN-провайдера по 2,5 завели, или не от одного провайдера, от одного свитча, который может агрегировать, у вас будет 5 гигабит. Либо внутри какой-то корпоративной сети 5 гигабит можно тоже получить. И, допустим, у вас есть какой-то NAS-сервер или любой сервер, который может агрегировать 2 по 2,5 гигабита и получить тоже 5 гигабит на сервак и иметь доступ к серваку на 2,5 гигабитах. Это очень круто. Это очень круто. Ну, покрытие, да, тут 6 спрятанных антенн, они все так красиво, но насчет антенны умного дома, вот сейчас я вам покажу. Смотрите, они здесь показывают, про Mesh это уже все поняли, что покрыть можно непонятно. Они здесь показывают устройство умного дома. Давайте сейчас посмотрим. Игровой порт, это все красиво, поддержка даже WPA3. Где тут устройство умного дома? Пропустили. Короче, устройство умного дома, но для меня вот эта вот экосистема Midge в роутере, он сам будет их ловить, подключать, это все фигня. Подключайте эту антенну к чертовой матери, потому что у меня по опыту моего использования при включении этой антенны бывают просадки. То есть он бывает начинает пинговать сеть IOT, а при этом почему-то страдает основная. Отключаем сразу, он очень простой в управлении, можно даже на китайском языке настроить в 2 клика. Используйте переводчик на вашем смартфоне, пофотографировали, перевели, будете понимать, что куда нажать. Короче, ребят, сейчас мы с вами, я, во-первых, вам разместил ссылку в описании под видео, во-вторых, подписываемся, нажимаем на колокольчик, идем тестируем, а тесты будут и покрытие очень хорошо, и уже потом делаем выводы. Переходим. Друзья, начинаем с тестов скорости. В принципе, роутер прост, и прост настолько, что много мы здесь времени с вами не потратим. Смотрите, вы видите сейчас результаты тестов. Это результаты тестов LAN J45. Здесь чистые 2,5 гигабитные порты. На выгрузку у меня на самом сервере стоит ограничение, поэтому на загрузку у меня будет 2,450, на выгрузку там в районе 2. Тут чисто ограничение моего сервера, никаких ограничений в роутере нет. То есть он чистый 2,5 на 2,5 стоит. Если я сейчас поменяю местами сервера, то я опять получаю в обратную сторону 2,5. То есть мы это проверяли. Тут как бы вот действительно все отлично. То есть это чистый 2,5 гигабитный роутер. Мы сейчас с вами видим результат теста LAN J45. Если мы отключим, мы сейчас на разных адаптерах сделаем тест, если мы отключим LAN J45 с удаленного компьютера и включим там Wi-Fi, давайте выберем Xiaomi 5G, подключение. Посмотрим на информацию. У нас здесь просто сам по себе адаптер стоит. Realtek с 1200 мегабит. Это 80 мегагерцовый адаптер по ширине сети. То есть, если у кого-то будет стоять 80 мегагерцовый адаптер, он получит вот примерно вот такие вот результаты. Вы сейчас скажете, что это за результат вообще? Я вам объясню, просто некоторые покупают такие роутеры и кричат, а у меня не показывает вот такую скорость, как у тебя в тестах, потому что ваш адаптер, скорее всего, не поддерживает 160 МГц на Wi-Fi 6, как в принципе на этом адаптере. Поэтому вот этот вот тест я останавливаю, объясню. И сейчас я вам покажу тест например, на смартфоне. На смартфоне, на другом Wi-Fi, который конкретно у нас будет работать на этом же роутере. Смотрите, я сейчас держу в руках Google Pixel. Вы видите запись с экрана. Стартуем и видим у нас скорости 1500, 1700, вот сейчас 1700 есть, 1800 есть. Ну давай 1900, ну давай 1900. Максимально, что я здесь видел, что у меня здесь я работал, это больше 2 гигабит, 2,1 получалось. Но ты же не будешь сидеть постоянно его ловить. И опять 1600, 1700, 1800 на отдачу. Вот мы сейчас с вами протестировали Wi-Fi 5 ГГц, который здесь Wi-Fi 802.11be, то есть Wi-Fi 7 в 5 гигагерцовом диапазоне. Если кто не понимает, о чем идет речь, смотрите, то я вам показываю. 5 ГГц у нас конкретно 2,4, ну некоторые скажут, что 2,4 Connect это Wi-Fi 5, нет, это Wi-Fi, вернее Wi-Fi 6, нет, это Wi-Fi 7 в 5 гигагерцовом диапазоне. Потому что на другом смартфоне, давайте вот я остановлю здесь запись, на другом смартфоне, я вам сейчас покажу чуть другой прикол. На том же OnePlus у меня Connect 2.6 и поднимается 2.8 при подхождении к роутеру. То есть максимальный Connect на 5 ГГц мы получаем 2.8 гигабита. Wi-Fi 7, то есть если кто-то не верит, что здесь Wi-Fi 7, вот я вам делаю сейчас скриншотик.
пожалуйста, у нас есть Wi-Fi 7 на 2,8 гигабита Connect. Это все отлично. Теперь я хочу проверить 2,4 диапазон, 2,4, а потом с вами попроверяем немножечко дальность данного роутера. И потом уже вернемся к тому, что у нас покажет, скажем так, что нам заявляет производитель. Давайте, 2,4 есть, все, 2,4 частота, но нам, во-первых, 2,4 нужно изначально выставить. Сейчас я тут поменяю кое-что. Давайте, сейчас вам включу, чтобы вы видели. Вот так вот. Мы поставим 40 МГц принудительно, сохраним. Мы сейчас к этому всему вернемся. 40 МГц принудительно. И, кстати, тип сети сейчас включаем запись экрана. Вот, видите, тип сети у нас в 2,4. Вот он, Wi-Fi 7, кстати. Частота 2,4. Давайте тот же самый тест проводим на 2,4 тест. И получаем 130-140 было в пике. В среднем стоит, нормально для 2,4. С учетом того, что, например, в 2,4 диапазоне сейчас очень много грязных роутеров, да, имеется в виду старых, каких-то, которые там вообще, не поддерживают, допустим, OFDMA, BSS Coloring они не поддерживают, который красит пакеты, и ты можешь, допустим, в соседних каналах отличать роутер, может, свои пакеты. А так многим старым грязным роутерам приходится эти все пакеты брать и различать их. То есть так роутер может работать только со своими. То есть 108 на 110. При том, что на стационарном компьютере мы получим больше, стационарники. Но нам сейчас нужно получить с вами дальность этого всего дела. Мы, давайте, 5 ГГц включаем. 5 ГГц. Сейчас мы пойдем с вами гулять. Лиса, пойдем? Однозначно. Мы тестируем возле роутера. Возле роутера сейчас тестируем покрытие. Скорость, вернее, давайте там будет базово 1,7, сейчас покажет. То есть вы же понимаете, что это Wi-Fi, и он может показывать все, что угодно. Давайте 1,7 на 1,7. Нам, в принципе, этого достаточно. Держи, лисица, камеру. Смотрите, пошли со мной. Смотрите на размер нашей студии. Это вот большой, обернись, покажи. Это большая комната. Роутер стоит вон возле окна, возле BE7000. Кстати, по размеру там просто сумасшедшая штука. Пошли со мной. То есть, чтобы вы понимали, размер этой студии 160 квадратов. Мы идем далеко. Вот вы никогда не видели, как мы раньше делаем тесты. Первый рубеж — это у нас вот эта дверь. То есть мы сейчас делаем такой же тест. У нас было 1,7. Сейчас у нас показывает 1500, там 1400, 1500. Насколько упало? В среднем роутеры падают до 60%. Вот в случаях с вот этими Wi-Fi 7 Xiaomi, BE7000, BE6500, BE6500 Pro, это не 60%. Это даже это 10%. Это вот мы сейчас стоим. Давайте последний рубеж. То есть вот это вот самый дальний угол. Тут есть одна стена, вторая стена, 3 двери. То есть мы сейчас с вами находимся, черт знает где, тестируем. Я не знаю, что можно покрыть этим роутером. Но то, что это вот тест в реальных условиях, даже здесь, если это будет 1,2, 1,3, то есть это даже не 50%, ребят. Это даже не 50%, это какие-то сумасшедшие показатели. Мы здесь спокойно можем покрыть 4-комнатную квартиру, огромный дом квадратов 150 до 200, и у вас будет все равно где-то там в районе 500-1000 мегабит, даже там на 200-квадратном доме. Для этого нужен один роутер, а вы можете его еще в меш запитать, потому что это меш роутер. Пошли со мной, Лен, пошли. Давайте одноэтажность проверим. Снимай, все в режиме реального времени. То есть у нас огромная студия, огромная, действительно. Вот это второй этаж студии. Пошли на первый этаж студии. Здание капитальное. Тут у нас монтажная, чтобы вы понимали. Поехали. Это второй этаж студии.
Гигабит. Да, больше гигабит. То есть здесь между нами уже бетонное перекрытие этажное. И при этом оно находится в комнате, которая здесь вот дверь сверху, и туда еще комната. При том, что роутеры, как многие думают, не пробивают стены. Они делают стены, грубо говоря, они огибают. Так вот здесь есть бимформинг, MU и MIMO, которые позволяют огибать нам все это дело и правильно формировать луч. 1000 на 600. Пошли дальше. Ну что, идем дальше? Смотрите, мы на улице. Поехали. 500, 600, 700. Вот вам прошка по покрытию. И мы идем гуляем, это все в динамике. И уходим все дальше. 893 на, там, ну, уже на отдачу, конечно же, будет у нас меньше, потому что телефоны европейские, они на отдачу будут всегда меньше. На все время в движении. Да, и мы все время в движении. При том, что, покажи, где офис. Вот там, где Линкольн вон стоит, вот там вот стоит роутер. Пошли дальше. Здесь уже, я не знаю, тут дальше мне уже идти по проспекту, по нашему, куда-то. Но, ребят, это 400. Это лучше, чем у простого 6500, я вам сразу говорю. У того было 250-300, здесь 360-400. Покажи, где вот это все. Вон там мой Линкольн, видите, там машина стоит. Вон там вот роутер, напротив Линкольна в окне стоит роутер. Да, на отдачу здесь уже пошло хромать, но на отдачу вы все равно пакеты отправлять сможете. Но загружать вы сможете 400 мегабит. Вот так вот этот роутер покрывает. Давайте возвращаемся в студию. Теперь мы тестируем 2,4 ГГц. Тоже на дальность, но мы на улицу не пойдем уже. Внутри потестируем. Возле роутера, сейчас посмотрим на показатели. Смотрите, 88 на 124. Как я говорил, грязный диапазон, постоянно будет у нас плавать вот эта вот вся фигня. Лиса, иди в дальнюю комнату и тестируй. Ну что там, Лиса? Ушла и не вернулась. Зато оно там попало. Да? Ну, короче, получилось, что тоже ничего не упало. То есть имеем, что имеем, друзья. Давайте вернемся теперь и посмотрим на именно на управление данного роутера в веб-интерфейсе. Теперь давайте посмотрим на то, что есть в веб-интерфейсе. Веб-интерфейс абсолютно идентичный всем роутерам, только меняется вот эта вот картинка. Мы видим, что у нас здесь количество подключенных устройств, можем настраивать Wi-Fi, и здесь у нас есть многодиапазонный в одном обыкновенный смарт Wi-Fi, когда 2.4.5 объединяется. Есть MLO, но мультилинк, я вам объясняю, это когда он пытается 2.4 и 5 ГГц связать в одну сеть и расширить диапазон. Это не про скорости, это про расширение ширины канала для большего количества устройств. Если вы хотите получить 710 устройств в одной сети, чтобы он тянул туда, в MLO это будет иметь какой-то смысл, если устройство еще MLO будут поддерживать. Именно 2.4 и 5. Но это такой себе вариант, не совсем интересный. MLO без 6 ГГц я считаю вообще неинтересным. Поэтому я его даже тестировать не буду, вы это уже поняли. Вы больше, чем он покажет на самом деле, не получите. Вот это вот факт. Дальше, 2,4 ГГц, у нас есть каналы от 1 до 13, 20-40 МГц, 40-20 есть микс. И, конечно же, 5 гигагерцовый 36 до 165, включая DFS каналы. И, конечно же, 20, 40, 80, 160 отдельного нет, есть только в миксе. Есть режим обратной совместимости Wi-Fi 5, только отключится у нас тогда OFDMA, TWT, BSS Coloring и тому подобные фишки Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Режим энергосбережения, это у нас TWT, TVT так называемая, которая позволяет, если у вас есть устройство, например, смартфон, либо компьютер Wi-Fi 6, уводить его в режим энергосбережения. То есть смартфон и компьютер будут засыпать, они будут меньше тратить батарею, потому что там идет обмен данными своеобразный, какими-то контрольными пакетами. MU и MIMO, конечно же, здесь есть, я отключаю на моменты тестов, мне нужно прямое формирование, на одно устройство всегда отключаю. И вот эта вот последняя опция, это у нас для устройств умного дома, конкретно Xiaomi, через экосистему Midja. Я всегда отключаю, бывает так, просаживает сеть.
Теперь в настройках интернета есть поддержка IPv6, есть поддержка IPv4, само собой стандартно, и у нас можно выставлять WAN-порт самому, либо он будет автоматически определять, где есть пин-ход из интернета. То есть у нас мультиван, на любом порту можно сделать WAN-порт. Центр безопасности, ну такое себе. Тут можно только лишь по MAC-адресу блокировать, черный-белый список, особо на это обращать не будем внимания, базовые какие-то функции, которые есть во всех роутерах. В настройках системы у нас есть управление индикаторами, индикаторы действительно красивые. Лиса, сфотографируй людям беленький индикатор, там потом перезагрузим, ну потом пофотаешь, да, чтобы люди видели, сюда вставим. Теперь, ага, у нас даже есть обновление, вы видели? Обновки есть, но мы сейчас обновлять не будем. Это такое себе дело, человек уже сам обновим потом уже вне обзора. Теперь дополнительные, так, это Mesh, конечно же он поддерживает Mesh сеть. Дополнительные настройки, у нас есть QoS. DDNS, QoS тоже базовый, только ограничение общей пропускной способности. Есть DDNS, поддержка, это хорошо. Переадресация портов, очень штука необходима. Есть поддержка UPnP, демилитаризованных зон, ну и VPN. VPN вы сами знаете в китайских роутерах какой. Вы можете тут подключиться к серверам PPTP и L2TP. Больше ничего такого нет. Ни WireGuard, ни OpenVPN, ничего нет. Настройка сетевого порта. У нас есть двойной WAN, где вы можете подключить, например, задать тоже WAN-порт, еще и сделать агрегацию. Вы можете агрегировать WAN-порты и LAN-порты, кстати. Ну, давайте это отключим. Поддержка IPTV, агрегация LAN-портов. Вы можете, например, LAN 2 и LAN 3 агрегировать в 5 гигабит на ваш сервер. Или если у вас есть какой-то свич, который поддерживает 5 гигабит на внешний мир, то, в принципе, и с агрегацией вы тоже можете агрегировать, например, LAN 1, LAN 4 на агрегацию этого. И здесь агрегировать тоже на сервер 5 гигабит. Еще 5 гигабит пытаться вытянуть с Wi-Fi 5, но это будет всего лишь суммарно на все устройства. То есть это не так, что одно устройство 5 гигабит. Это невозможно без 6 ГГц, без 320 МГц. Игровой сетевой порт вы можете назначать обыкновенная приоритизация трафика. Больше ничего здесь уникального нет. И в принципе все. Это все, что здесь есть. Давайте уже пройдем и прорезюмируем данный роутер. Вообще, если вы хотите покрыть маленькую страну какую-то, я не знаю, Персидского залива, то, пожалуйста, покупайте один такой роутер. Если хотите покрыть большую страну какую-нибудь или пол Европы, купите 2 роутера, объедините в Mesh. Мы, конечно же, рекомендуем по покрытию класс, по скорости тоже. Качественное исполнение, очень простой в управлении. Да, нет каких-то дополнительных плюшек сумасшедших, но в качестве вот простого роутера и простой точки доступа он просто идеален. Рекомендуем, хотя рекомендуем еще и обратить внимание на BE7000, там больше возможностей примерно в ту же цену, и рекомендуем обратить внимание на BE6500 простой. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.